Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Мода с Владанной. Сегодня я для вас подготовила сарафан. Лето, жара, хочется надеть на себя вот легкий, воздушный, невесомый сарафан с такой потрясающей атласной шелковой ткани и продефилировать такой принт. Деним, растяжка акварельная. Мне в нем комфортно, нарядно. Сарафан, который можно даже назвать летним платьем, потому что он очень шикарно, чудесно смотрится. У меня два сарафана по этой моей выкройке оригинальной. Один сарафан из штапеля в горошек, вот вы видите красный белый горошек, он немножко покороче, и я его люблю надевать на отдыхе. А этот сарафан, он у меня может быть иногда даже для выхода в ресторан летом. Я могу в нем прийти на работу. Здесь приличная длина. Можно было не делать сзади шлейф, сделать одну длину. Но вот мне захотелось на этом сарафанчике вот такой перепад длины, который вносит в него чудесный струящийся эффект. Для этого сарафана мне понадобилось 2,5 метра ткани. По своему крою это полусолнце, перед четверть солнца и спинка. Также необходимо 2 пояса, 2 ленты шириной 7 сантиметров в готовом виде. Это бретель, вот она переходит по спинке крестом и выходит на пояс, не разрезая. То есть это одна сплошная длинная полоса 1,5 метра длиной. И вот эти ленты я при желании могу завязать вот так вот, их бросить в свободном полете, могу плотнее под грудью, а могу и вообще завязать вот таким образом на спине. То есть различные вариации с лентами, когда мне хочется струящегося такого вот эффекта, то я завязываю мои ленты на спине. Перед и спинка у меня ось по косой. И он прекрасно фалдит, он выкладывается и садится на любую фигуру. Ну, на худенькую девочку, вот, к примеру, мой сарафан 54 размера, вы видите, как он смотрится на 46 размере манекена. Да, я согласна, было бы красивее, если было бы чуть-чуть побольше грудь, вот, но в принципе за счет того, что он по косой, то он прекрасно на любую фигуру садится и принимает форму, красиво смотрится на груди и очень-очень простой в изготовлении. Вот эта вот линия вот здесь вот по боку, она у меня по прямой. Здесь у меня нет выреза на пройму. Вот это вот моя горловинка, это я рассекла сгиб по косой и сделала небольшую капельку. И потом, когда я раздвинула вот этот мою прорезь и собрала в драпировочку, как раз вот выложилось вот такое декольте. И эта сборочка у меня вошла в мою бретель. То есть вы на схеме, на столе все сразу поймете и разберетесь. Сарафан шьется, ну, максимум за полдня. Вот вы видите, как здесь мои чудесные ленты смотрятся. Вот моя чашечка, моя грудь входит, драпируется и входит в бретель. А потом бретель это проходит по спинке, фиксируется вот здесь, вот этот треугольничек заходит в эту бретель, не разрезая. Вот вы видите, вот оно просто вот здесь в уголочке пересекается. И по прямой
фиксируется за наш перед и вот дальше уже переходит в пояс. Вот такая конструкция, простая, элементарная, но в то же время очень выразительная. Просто в этом сарафане в магазине ткани ощутила, что девочка достала телефон и фотографировала меня со спины, когда я была вот в этом сарафане. То есть ей хотелось рассмотреть и запомнить вот эту мою спинку. Очень эффектная модель. Нужно шить, простая и красивая. Опять же, длина может быть одной длины, тоже милейшее платье. То есть мы можем сделать без шлейфа сзади. То есть, может быть, кому-то не нравится шлейф, но можно тогда сделать одной длины. Я специально захотела эту модель показать у себя в примерочной в ателье. Вот здесь, чтобы вы увидели меня во весь рост, в моих чудесных зеркалах. Вот 3 ладанны отражается. Ну а сейчас давайте посмотрим на мою выкройку, на мою схему. И вы увидите, насколько там все просто и элементарно. Чудесное платье по простой выкройке. Вы сможете ее сами повторить, как я люблю, не заморачиваясь. За полдня готовое шикарное платье-сарафан. И радоваться, наслаждаться летними жаркими днями, вечерами, на отдыхе, вспоминать свою ладанну. Пожалуйста. Я подготовила выкройку моего сарафана. Здесь спинка и перед. Учитывая тот факт, что это полусолнце, и вы сами понимаете, что ткани достаточно много, и у нас 2,5 метра предусмотрено на эту модель, поэтому я для вас подготовила в масштабе 1 к 5 отрез такой небольшой ткани, шифончика. И на этом отрезе я буду показывать, что нам нужно. Мы с вами сделаем раскрой. Сторона 1,5 метра, как и ширина нашей ткани, ну, или 1,40 м, у кого как бывает. Вот в данном случае 1,5 метра на 2,5. То есть мы отмеряем по моей стороне 2,5 метра, 1,5 метра. Вот я отмеряю и соединяю диагональ. Это будет мой перед. Мы находим середину моей диагонали и проводим ось. Это будет центр моего переда. Так, теперь у меня будут 2 бретели. Их отрезать и предусмотреть для них ткань. Бретели в готовом виде шириной 7 сантиметров, а длиной 1,5 метра. На одну бретель у меня идет 16 сантиметров, на 2 32 сантиметра. Вот я откладываю в масштабе 1 к 5, вот 6 и 4. Это 2 моих бретели. Я этот участок намечаю. Вот одна бретель и вторая бретель. Так, это 2 моих бретели. Мы их можем сразу отрезать. Здесь у меня 1,5 метра. Я и с этой стороны отмеряю 1,5 метра. И провожу диагональ. Делим половинку, находим нашей гипотенузы. Это я заготовила
вот основу у меня перед и спинка. Теперь, учитывая, что в моей модели это перепад длины, перед короче, спинка длиннее, то я так это и буду изображать. Перед у меня вообще вот низ, ровная диагональ. А спинка, соответственно, вот здесь вот этот вот выкладывается шлейф, хвост. Но если вы хотите одной длины, вы, соответственно, можете сделать спинку короче, а перед длиннее. То есть вот этот размер, это на ваше желание. В моем конкретном случае я сделала перед, вот у меня абсолютно ровный, это бока, это перед. А спинка, вот я дала вот этот свой хвост. Это перед, это спинка. Направление будет по косой и спинки, и переда. 1,5 метра, 1,5 метра, соответственно, 1,5. Бретели, вот здесь 32 сантиметра у меня отрезаны. Это при длине ткани 2,5 метра. Но, опять же, это под мой сарафан, под мой рост, под мою длину. В вашем случае может быть индивидуально. Вам может быть нужно и меньше ткани. Или же вообще вы хотите пошить не сарафан, а, к примеру, майку или тунику по моей выкройке, по моей модели. Пожалуйста, это тоже будет прекрасно смотреться. Такая маечка или туника с перепадом длины или одной длины. То есть варианты могут быть различные. В этом и уникальность этой выкройки, которой я хочу с вами поделиться. Потому что можно варьировать разные варианты. Одну длину платья, кто не любит перепада, со шлейфом вечерний вариант. То есть как хотите, так и творите. Отрезаю. Мы отрезали перед. Теперь я беру, перегибаю по своей оси. Вот это провис, вот он упал по косой, это бока мои. Что конкретно делаю я всегда, если ткань по косой? Я ее должна почувствовать в своих руках, потому что, бывает шелка или шифоны, к которым ты приложил свою основу, покроил, а они струятся и падают, и вытягиваются, и ваша юбка становится узкой, затянутой. Поэтому всегда вещи по косой и ткань, ее нужно приложить к манекену, к себе, прочувствовать, насколько она эластичная, подучая. Поэтому я, как правило, даю к своей выкройке всегда сантиметров 5 по каждой стороне припуски, чтобы не ошибиться. Конкретно в этом сарафане, вот следующий этап. Нам нужно будет его приложить к своей груди и посмотреть так, как оно выложится. То есть вот в этой части будет моя бретель. И вот здесь мне надо будет сделать подрез для зоны декольте. Вот я делаю вот так подрез, складываю и вырезаю такую капельку. Вот капельку, буквально совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть у меня вот подрез. Даже я вот вам сейчас на выкройке, вот мой перед, вот показываю эту капельку. А вот это моя бретель. Потом, когда оно вот так вот собирается вместе, и форма декольте, вот горловинки, приобретает такую полукруглую форму. А вырезаю маленький подрезик и капелька. Вот мой перед. И я вот так вот делаю, раздвигаю. Вот раздвигаю. Корректирую уже опять же на себе. Вот это вот собираю. И сюда мы
к моей вот здесь вот драпировочке на груди приложим наши бретели. Вот то, что я отрезала на бретели, я их сейчас заготовлю. Так, вот мои две заутюженные бретелечки. Вот они. В масштабе 1 к 5. Здесь это все задрапируется и войдет в бретельку. Ну, опять же, это мой сарафан. Я сделала так. Вы можете сделать бретель уже, шире, как захотите. Можете здесь больше вырезать. Вот я раздвигаю, вот здесь драпирую. И у меня получается с этой стороны горловина, а с этой стороны пройма. Пройма, кстати, здесь абсолютно прямая линия. Вот мой бок и моя пройма, я ничего не углубляю, не вырезаю. Здесь все прямо. Вот за счет вот этой драпировки у меня тут формируется пройма. Так, это мой перед. Я его заготовила. Теперь давайте я сейчас на схеме вам покажу размеры вот конкретно моего вот этого вот переда, чтобы вам было понятно. Перед четверть круга по диагонали. Вот это 1,5 на 1,5. Теперь, как я вписываю своим кроем? Я от угла отмеряю 3 сантиметра. Потом дальше мы идем ровно метр, 1 метр. Потом 7 сантиметров. И 40 сантиметров у меня остается. Здесь, вот в этом участке 40 сантиметров, вот 14 сантиметров. Сейчас вы все поймете, что это такое. 3 сантиметра для того, чтобы делать вот здесь вот закругление на бок, чтобы мы, когда пришивали перед со спинкой, у нас не острый угол, а вот именно вот здесь вот было нормальное закругление и обработка шва. Вот для чего 3 сантиметра. Потом метр, это до моей бретели по боку. 7 сантиметров ширина бретели. 14 сантиметров это моя пройма до места, где будут пришиваться бретели. И вот я радиусом перехожу на эту сторону. Потом провожу ось. Это центр моего переда. И делаю вот здесь небольшой надрез. Небольшой надрез. Вот когда вы это все сделали, приложили к себе и посмотрели, хватает вам по груди, или может быть чуть-чуть ниже опуститься, или наоборот, то есть надо смотреть уже непосредственно, как будет работать ваша ткань на косой. Я сделала надрез, делаю вот тут вот такую капельку. Надрезик мы делаем, начинаем с 10 сантиметров вот здесь, чтобы у вас не получилось, что вы разрезали, а у вас вся грудь вывалилась вот в это ваше в зону декольте. Пробуем. Сделали, надсекли, вырезали. Это будет ваша первая примерочка, и вы подкорректируете. Вот здесь вы это все собрали. И сюда пришиваете наши бретелечки. Бретельки, вот я сейчас схему бретелек. 16 сантиметров, 16, общая 32. В готовом виде, это с припусками, в готовом виде 7 сантиметров. Длина бретели 2 по 1,5 метра. Вот 1,5 метра это как раз ширина вашей ткани. Захотели, внизу сделали скосик небольшой, захотели прямо. Опять же индивидуально. Бретели заготовлены. Вот вы вырезали перед, собрали и пришили к бретельке. Это вы подготовили перед к примерке. Бретель вы пока не сшиваете вторую часть, вы только загнули сгиб, потому что вторая часть, в нее будет входить спинка. Она не будет разрезаться больше, но в некоторых местах нужно будет в нее вводить участок спинки. Вот, перед мы с вами разобрали. Далее, с этой стороны у меня выстраивается моя спинка. Здесь 2 бретели, вот они пошли, а здесь диагональ спинки. Вот
с осью и с моим шлейфиком. И по спинке, вот когда у меня вот здесь есть мой метр бока, вот я от края откладываю метр и потом делаю вот такой вот уголок. То есть здесь у меня 1 метр, это мой бок, и вот этот вот уголочек. Для меня размер здесь 25 сантиметров. Вот тут 25 сантиметров, 25 сантиметров. Вот здесь у меня размер от угла нашего, здесь 40 сантиметров. Поэтому, соответственно, вот тут не от самого края ткани, а вот здесь у нас остается 10 сантиметров. Здесь у меня метр, это наш бок. Вот, а это моя спинка. И я уже на примерке конкретно под себя вводила небольшие корректировки. Вот я смотрела, мне вот здесь захотелось чуть-чуть сделать прогибчик, и чтобы у меня спинка вообще идеально выложилась. И вот я немножко подпихнула, то есть как бы выточка такая образовалась. Но там буквально какие-то 5 миллиметров до сантиметра. Вот я вот эту вершинку оформляла уже на примерке, корректировала. Так, далее. Теперь я разбираю, как же пришиваются наши бретели. Значит, это мой перед. Здесь мы снимаем эти наши 3 сантиметрика, закругляем. Здесь у нас уже я подрезала этот наш надрез, капельку сделала. То есть перед готов. 2 бретелечки. Вот одна, вот вторая. Это вот голова сюда проходит. Это уже крестик, который образуется на спинке. Я беру нашу спинку. Я сгибаю ее вот по диагонали. Теперь мы отмеряем от вершинки 40 сантиметров. Ну вот в моем масштабе это 8 сантиметров. Так, теперь 25 сантиметров. Вот так вот нахожу эти 25 сантиметров. В масштабе 5. И линею. Все. С этой стороны у меня бок должен быть равен метру. То есть вот 20 сантиметров. Ставлю меточку и корректирую. Это моя спинка. Значит, вот здесь 25 сантиметров, здесь метр. Теперь я прикладываю вот сюда. И это намечаю. Вот здесь это мой бок. Вот. Который от низа метр. Вот мы ставим метку, насечку, что-то ставим. На чертеже у нас вот он наш метр. Вот цифра 1 и вот цифра 1. Единички нам нужно совместить. И мы для примерки уже сразу и сметываем наши бока. Вот здесь и здесь. Так, теперь у меня получился уголок. Это серединка спинки. И она будет входить вот в мою бретелечку. Вот сюда. Вот здесь я вметаю вот таким образом. Вот эти 25 сантиметров вот надо будет сразу вшить. А дальше бретельку можно будет выработать изнутри и зашить. От переда, где она вшивается,
и до бока, вот здесь, конкретно для меня 56 сантиметров, вот до этого места. Участок 30 сантиметров, это от переда до центра спинки, вот этот вот участок, который зашивается, 30 сантиметров. Потом идет 25, это часть спинки, и дальше весь участок это наш пояс, которым мы завязываемся или спереди, или сзади. Сейчас я вам еще раз изображу эту схему. На крупном фрагменте я еще по бретели, привязка бретели, покажу размеры. Так. Это перед, это спинка. Моя спинка, вот участок 25 сантиметров, там, где она входит в бретель, пересечение. Вот эта спинка. Этот край входит в наш перед, в драпировку на груди. Теперь вот этот участок, который зашит, участок бретели, у вас зашита вот эта часть бретели 95 сантиметров. И вот этот участок 30 сантиметров. Он тоже зашит. А участочек 25 сантиметров оставлено место для того, чтобы вошла спинка с одной стороны бретели и с другой стороны бретели. Здесь у нас по переду 14 сантиметров, это наша пройма. И вот здесь 7 сантиметров, это там, где будет настрачиваться наша готовая обработанная бретель. Вот мы просто ее сверху настрочим на вот этот участок. А вот дальше пошел метр бока. Вот точка 1 вот здесь. И вот это 1. И вот наш метр, 1 метр бок с этой стороны и с этой. То есть, когда вы в примерочке соберете вот два бока, введете в спиночку, в бретели и пришьете бретели, оденете на себя, то вы увидите сами, в каком месте вам настрочить нашу бретель наперед. Оно само уже выложится на вас, и вы просто булавочкой зафиксируете вот эту точку и нашу бретель. И почувствуйте так, чтобы вся эта конструкция была по вас. То есть вот все просто и элементарно. По размерам мы прошлись. Вот я еще пишу в готовом виде бретель 7 сантиметров. Вот этот остаток, оставшийся 95, 1, 1, 1, 1, это то, что вы собираете. Вот наша горловинка, которая образовалась, когда я сделала надрезик. То есть все, в общем-то, просто. 2 треугольника и швы по бокам. Вот перед и спинка. Ось по косой. По бретелькам мы с вами разобрались. Ну и теперь самое главное, это то, что многие из вас скажут. А как же здесь такая система с бретелями? Она не перекрывает лямки лифчика, лямки бюстгальтера, бретельки бюстгальтера. Мне это не подходит. Но я вам покажу, как я выхожу из этого положения. Вот у меня есть бюстик. Вы видите, достаточно большая чашечка, широкие бретельки. И я отстегнула внизу и просто переставляю их крест-накрест. Бретельки переставила, и у меня все в порядке. Грудь держит форму, и бретельки лифчика как раз проходят
под бретельками нашего сарафана. Это то, каким образом я решаю проблему, когда мне нужно вот сделать какую-то вот оригинальная система бретелек на спине. То есть под все можно придумать выход и решение. Мы совсем разобрались, дерзайте. Я больше чем уверена, что все у вас получится. Опять же, может быть, это маечкой, туничкой, модель замечательная, шикарная на все случаи для лета. Вот такой у меня обзор сарафана на сегодня. Надеюсь, он вам понравится. Чудесное мое воздушное платье-сарафан. Любимая и, как всегда, проверенная. Уверена, что оно вам понравится. Ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго, дорогие друзья! До скорых встреч на канале Мода с Владанной.